В этом видео я покажу, как создать минимальное OpenGL приложение на Windows в среде разработки NetBeans. Итак, для начала запустим NetBeans и создадим новый проект. Выбираем здесь тип Application нового проекта и зададим ему имя OpenGL. Так, все, проект создался. Теперь посмотрим, что у нас есть в исходнике, который тоже автоматически создался. Итак, здесь мы видим, что у нас код для минимального приложения. Мы его сможем откомпилировать и запустить. Ну и как видно, ничего не произошло, потому что у нас приложение пустое. Оно ничего не делает. Для того, чтобы создать теперь OpenGL приложение, точнее сделать из этого приложения OpenGL, нам надо сделать предварительно некоторые настройки с этим проектом, иначе у нас мы не сможем использовать OpenGL в этой программе. Итак, для начала нужно первым делом подключить библиотеку GLF. Я, кстати, сегодня буду именно использовать GLF для того, чтобы инициализировать OpenGL, контекст OpenGL и окно. Итак, идем. Ну да. Кстати, использовать я буду библиотеку GLF, которую я скомпилировал в прошлом уроке из исходников самостоятельно. Ну, то есть я скомпилировал DLL файл, динамическую библиотеку для GLF, и сегодня я ее буду подключать к моему проекту OpenGL и использовать. Вот я могу показать, где находится этот файл. Итак, вот у нас папка проекта этой библиотеки, которую я скомпилировал в прошлом уроке. Заходим в папку dist, debug и вот MinGB Windows. И здесь у нас лежит наш DLL файл готовый, который, если вы не смотрели мой прошлый урок, то посмотрите его. Итак, добавляем нашу динамическую библиотеку GLF к нашему OpenGL проекту. Заходим в настройки проекта, выбираем линкер, и здесь мы добавляем сперва папку, где у нас находится GLF библиотека. Она у нас находится вот здесь: документы, NetBeans Projects. И вот здесь GLF TLL. Tist, debug. Все, вот здесь у нас находится наш DLL файл. Выбираем эту папку, жмем ОК. Затем также необходимо вот здесь вот добавить сам файл. Здесь жмем на Add
library. И опять заходим в ту папку, где у нас лежит сама библиотека скомпилированная. И здесь мы видим этот файл, выбираем его. Все, жмем ОК. Готово. И точно так же нам надо будет еще сделать одну вещь. Вот здесь вот добавить обязательно два ключа для линкера, иначе ничего работать не будет. Ну, точнее, ошибка вылетит во время компиляции. Здесь пишем L OpenGL 32 и L GDI 32. Так, и последнюю вещь нам теперь нужно будет добавить обязательно вот сюда вот include directories, путь к хедерам glfv. Итак, выбираем папку, где у нас находится glfv, и она находится вот здесь у нас на рабочем столе, вот в этой папке, и выбираем вот здесь include папку. Так, все, добавили. Apply, OK. Теперь нам необходимо еще скачать одну вещь, так называемую библиотеку GLAD или GLAD, кому как нравится. Эта библиотека нужна для того, чтобы узнать адреса всех функций OpenGL, потому что эти адреса знает только драйвер график-карты, и нам необходимо их получить из этого драйвера. Итак, заходим, ищем, допустим, в Гугле эту библиотеку. И лучше даже сделаем не так, лучше сделаем OpenGL. Вот так вот мы точно найдем то, что нужно. Вот он, вот эта вот страница dav1d.de. Так, заходим сюда, выбираем так, здесь можно выбрать Core для профайла, для профиля, и здесь мы можем выбрать версию, ну, допустим, сделаем 4.1, так как на Macintosh это максимально возможная версия. Может быть, кто будет программировать на Macintosh, тому нужно обязательно это выбрать 4.1. Все, ну, в принципе, для начала этого будет достаточно. Так, выбираем, жмем на кнопку Generate и сохраняем вот этот вот zip файл. Затем нам нужно будет его распаковать. Куда? Ну, допустим, пускай опять тоже пойдет на рабочий стол. Так, здесь мы создаем новую папку GLAD, распаковываем. И теперь нам обязательно нужно будет добавить в настройки вот сюда вот обязательно добавляем опять путь вот к этой папке include. То есть это include вот в этой библиотеке GLAD. Ну, хедеры, то есть библиотеки GLAD. Выбираем. Все, окей, добавили хедеры. Жмем Apply, окей. Итак, еще последний один шаг. Необходимо добавить вот сюда вот в наши исходники
один файл C. Опять идем на рабочий стол. glad, src. И вот этот файлик один единственный glad.c. Добавляем его сюда же. Все. А, нет, не все. Забыл одну еще вещь. Необходимо добавить, так как это у нас файл C, то нам необходимо путь к хедерам еще добавить в C компилятор. Добавляем. Опять выбираем нашу папку с библиотекой glad, которую мы распаковали на рабочий стол. И выбираем папку include в ней. Все, окей. Вот теперь должно быть все. Так, и теперь пробуем скомпилировать просто. Вроде все нормально. Так, теперь нужно нам наполнить нашу программу OpenGL кодом. Для этого я вот здесь подготовил минимальную программу, которая просто инициализирует контекст OpenGL, получает адреса от драйвера всех функций OpenGL и выводит немного служебной информации. Так, вот у нас, собственно говоря, ну да, обязательно нам еще нужно, конечно же, добавить сюда, инклюдировать, во-первых, header от библиотеки glad. И также еще добавить header от библиотеки glfv. Так, я сейчас не помню точно, надо глянуть, как она там называлась. Так, я уже забыл. Еще раз смотрим. Путь, и он десктоп, glf 3.4. Все ясно. Так. Да, вот здесь вот у нас наша glf библиотека, и мы можем зайти сюда и посмотреть. Нам нужен вот этот вот файл, его обязательно надо инклюдировать. Так, мы это делаем. Вот он уже увидел его. Мы его выбираем. Все. Так, вроде все. Мне вот здесь интересно, почему он не может найти. Это странно. Еще раз заходим сюда. Ага, все ясно, да. Вот здесь надо еще, я забыл, написать вот так вот. Потому что он находится в подпапке glad. Все, теперь у нас должно все собраться. Нет, не хочет. Ну да, точно. Для printf еще необходимо инклюдировать один header. Все, теперь точно должно собраться. Нет, не должно.
Так, что такое? Да, так, значит, вспомнил. На самом деле, я неправильно сказал. Вот эта вот страница нехорошая. Здесь сюда идти не надо, а глад надо загружать вот с этой страницы. На самом деле. Так, идем. Она очень похожа, но немножко другая. На самом деле, здесь мы видим, это просто глад. А здесь у нас глад 2. Вот именно сюда нам нужно идти. Так, значит, здесь выбираем опять, можем выбрать 4.1. Здесь выбираем Core. И в принципе все. Больше ничего не надо менять. Жмем Generate. И загружаем наш архив. Итак, здесь мы удалим эту папку старую. Так, и распакуем опять на то же место. Эту библиотеку. И здесь у нас, в принципе, почти ничего менять не надо. Здесь только поменялось, что надо писать не glad.h, а просто gl. Вот так вот, все. Теперь у нас должно все скомпилироваться. Нет, не хочет. Ну да, все правильно. Секундочку, теперь нам надо Clean and Build выбрать. Нет, опять что-то ему не нравится. Так, это странно. Значит, добавим еще раз сюда его. Все, как видим, все компилируется. Так, но как ни странно, ничего не вывелось, а должно было. Так, все, понял. Вот здесь вот у нас ошибка. Здесь должно быть тире L OpenGL 32. Так, идем. Сюда, значит. И вот здесь вот нам надо буковку L. Забыл я посадить. Все, сделали. Итак, компилируем все заново. И теперь еще одну вещь нужно будет сделать. А именно вот эту вот нашу библиотеку GLFV, которую в прошлом уроке я показывал, как компилировать. Ее нужно также скопировать вот в эту папочку с нашей программой. Вот сюда. Все, и теперь, если мы запустим программу, то, как видим, она выводит именно то, что и должна выводить. Так, ну еще несколько слов о том, что вообще в программе происходит. Сначала инициализируется у нас GLFV библиотека. Затем мы создаем
контекст OpenGL версии 4.1. Задаем некоторые параметры здесь. Создаем окно с помощью этой функции. Так, делаем контекст. Точнее, передаем контекст окну. И затем загружаем как раз вот здесь вот адреса всех наших OpenGL функций, для того, чтобы мы их в программе могли использовать. Ну, в принципе, все. Значит, и в следующем уроке я покажу немножко более продвинутый пример, как отрендерить треугольник. Ну, то есть минимальный рабочий пример на OpenGL.